Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Киев на грани энергетической катастрофы. Только в январе город покинуло порядка 600 тысяч человек. Каковы риски и последствия краха энергосистемы крупных городов? Украинские эксперты не ждут чуда. Они уже официально надеются, лишь бы дотянуть до весны. Владимир, пожалуйста, прокомментируйте. Действительно, ситуация тяжелая. И дотянуть до весны нужно будет как-то в текущих условиях. Получится ли это сделать – большой вопрос. Что касается украинской энергетики, то если посмотреть на то, что заявляют украинские эксперты, то ситуация там действительно аховая. И, в общем, что с ней делать, не очень понятно. Ну, прежде всего, начнем с того, что город – это крупная инфраструктура, где достаточно трудно обеспечить себе какое-то самостоятельное проживание в плане отопления, газоснабжения, воды и так далее, потому что это все завязано на общегородские какие-то коммуникации. Соответственно, если они перестают работать, то обеспечить себе какую-то автономность в виде водички, канализации, дров и тому подобного будет достаточно сложно. Поэтому если уж город отрезает от источников энергоснабжения, то город фактически умирает. И, в общем, мы наблюдаем некие признаки того, что это происходит, потому что, как вы справедливо заметили, действительно из города уехало несколько уже сотен тысяч человек. Мэр Киева призывает к тому, чтобы граждане покидали город и уезжали куда-то в другие более малонаселенные города или в сельскую местность, где проще обеспечить себе какое-то сносное жилье. А что касается самого города, то ситуация примерно выглядит следующим образом. Во-первых, практически уничтожены ТЭЦ, которые окружают и снабжают Киев электроэнергией. А плюс ко всему удары наносились не только по источникам электроэнергии, но и по системе ее передающей. То есть вокруг города существовало энергокольцо, оно очень сильно повреждено или разрушено. Собирать по этому поводу какую-то информацию достаточно сложно, но судя по тому, что происходит, с источниками генерации все очень плохо. А с системами передачи электроэнергии вокруг города и внутри него тоже все очень плохо. Ну и плюс ко всему не надо забывать о том, что Киев – это не только Киев сам по себе, а это еще и пригороды, то есть это достаточно крупная агломерация, которая тоже, в принципе, пострадала от этих ударов. Российские средства дальнего воздействия на энергосистему в виде гераний, баллистики и других типов вооружений сделали примерно следующее. То есть они сначала рассекли страну на 3 изолированных энергосистемы. Это левобережье, правобережье, ну и Дальний Запад. А потом начали наносить удары по источникам генерации и по системам перетоков этой электроэнергии. И теперь получается, что Киев, во-первых, питается электроэнергией только извне, но и ее поставить туда достаточно сложно, потому что вся эта система подстанций и 300-киловаттных ЛЭП и других энергообъектов, она достаточно сильно повреждена. И справиться с этим те службы, которые отвечают за восстановление, не успевают. Во-первых, слишком много повреждений, они просто зашиваются, у них не хватает рук. А во-вторых, у них не хватает ни материалов, ни запчастей. Это все тоже достаточно сложно, это требуется где-то закупать. С деньгами ситуация не очень хорошая. То есть, действительно, для Киева эта зима будет крайне тяжелой. Но мы говорим про Киев, потому что это слишком явно, слишком заметно, об этом много говорят и пишут. Но надо сказать, что такая ситуация складывается также в Харькове, где глава местной администрации говорит о том, что 90% города практически сидит без света. Примерно такая же ситуация складывается на Черниговщине, в Сумской области, в Днепропетровской, не говоря уже про Херсон и Запорожье. Действительно, чем все это кончится, сказать трудно, но это во всяком случае, как говорят эксперты, это действительно будет самая тяжелая зима из всех предыдущих зим. И более того, я видел тут данные одного эксперта, который, не приводя источники и цифры, говорит о том, что даже если сейчас все закончится, то свою энергосистему Киев будет восстанавливать еще года 2-3, и, соответственно, эти года 2-3 будут продолжаться перебои с электроэнергией. Электроэнергию мы обсудили, перейдем дальше. Электроэнергия – это не только свет, это еще и тепло, потому что в этих условиях, когда не работает отопление, многие пользуются, естественно, какими-то электрическими обогревателями.
что еще более перегружает энергосистему и выводит ее дополнительно из строя. А плюс ко всему электроэнергия – это работа насосов. То есть, соответственно, город еще, как мы видели там из каких-то комментариев из Рады, из роликов, город сидит без воды и без канализации, что, в общем, не то чтобы неприятно, а, в общем, критически даже опасно в текущих условиях. То есть, соответственно, если не работают насосы, не подогревается вода, то размораживание системы приведет к тому, что когда наступит теплый сезон и все это растает, то есть город просто зальет не только водой, но и фекалиями. Ну и, соответственно, еще один момент – это отопление. Сейчас пока с отоплением ситуация чуть лучше, потому что фактически 80% отопления – это газовое. С газом на Украине ситуация плохая, но не такая тяжелая, как с электроэнергией. В Киеве еще отопление местами работает. В регионах ситуация получше, потому что, соответственно, не такая высокая нагрузка на электросеть позволяет как-то прокачивать воду, а наличие газа позволяет ее обогревать. Но что будет буквально через неделю-другую, к середине февраля, сказать трудно, потому что ситуация с газом на Украине тоже крайне печальная. Дело в том, что предыдущие удары по энергосистеме Украины затронули также и систему хранения, добычи, транспортировки газа. Как заявляли сами представители украинского Минэнерго, российские удары вывели порядка 60% украинской газодобычи. Напомню, что в лучшие времена Украина добывала порядка 17, 18, 19 миллиардов кубометров газа в год. В текущих условиях потребление на Украине составляет чуть меньшую цифру. Другое дело, что запасти необходимое количество газа перед отопительным сезоном Украине не удалось. И поэтому сейчас она подходит к середине зимы, пока в ближайшее время, я так понимаю, судя по прогнозам, какого-то кардинального тепла ожидать не стоит. То есть, соответственно, сейчас Украина имеет дефицит примерно 7 гигаватт мощности, то есть им требуется где-то 18, сейчас у них есть где-то около 11, соответственно, 7 гигаватт им не хватает. Что же касается газа, то сейчас украинские ПХГ, подземные хранилища газа, наполнены примерно на 20%. Эта цифра действительно катастрофическая. Как заявляют сами представители Минэнерго, им нужно где-то докупить еще порядка 4 миллиардов кубометров газа, чтобы как-то дотянуть до конца отопительного сезона. На это требуется около 100 миллионов долларов. И тут тоже возникают сложности, потому что, во-первых, те транши и гранты, которые в Украине были выделены, они уже потрачены, кредиты в банках получены, то есть денег не хватает, и плюс ко всему возникают проблемы с самим газом. Казалось бы, неужели трудно купить в Европе газ? Тут есть некоторые сложности, которые заключаются в том, что этот газ еще нужно найти. Дело в том, что по состоянию на сегодня газ в Европе стоит уже около $500 за 1000 кубометров, и это существенный рост. То есть газ вырос практически на 10% по цене за последний день-два. Газа Европе тоже несколько не хватает, потому что Европа вошла в отопительный сезон с уровнем в хранилищах значительно меньшим, чем положено. Еще месяц-два назад Украина покупала его по 400, то теперь он стоит по 500. И это, соответственно, дополнительная нагрузка на украинскую финансовую систему. Эти деньги нужно где-то брать. И тут есть такой интересный момент. Украина же прекратила транзит через свою территорию российского газа в Европу. И постоянно размахивает флагом необходимости отказа от российского газа. Но парадокс ситуации заключается в том, что российский газ они все-таки берут. Дело в том, что осталась транзитная ветка газопровода «Турецкий поток», по которому газ поставляется из России через Турцию в Европу, в Венгрию, в Словакию. И, собственно говоря, Венгрия и Словакия являются одним из основных источников получения Украиной газа. Покупают они его естественно, не по той цене, по которой Венгрия и Словакия покупают по долгосрочным контрактам этот газ у России. Естественно, они берут его дороже. Это
пополняет бюджет Венгрии и Словакии, но так или иначе им газ нужен самим, а здесь как бы нарисовывается Украина, которая требует себе какой-то газовой помощи. Газовую помощь Украине пытается оказать Польша, которая, соответственно, покупает американский СПГ и дальше через систему интерконнекторов по трубопроводам уже поставляет его на Украину. Более того, Польша буквально на днях после модернизации системы увеличила объемы прокачки через свою трубопроводную систему этого газа, но опять же газ стоит денег. Поэтому получается, что сейчас в украинской энергосистеме осталось чуть больше 6 миллиардов кубометров, но опять же рассчитывать на то, что можно потребить все эти 6 невозможно. Там еще должен содержаться балансовый газ, который обеспечивает в принципе работу этой системы. Если его оттуда забрать, то газотранспортная система Украины превратится в большой ржавый кусок железа, которым пользоваться дальше будет невозможно. Ну и плюс ко всему есть определенные проблемы с этим большим с газотранспортной системой Украины. Дело в том, что удары российских ВКС приходились не только по объектам добычи, но и по самой системе транспортировки и хранения газа. Получается, что газ может быть там в каких-то ПХГ и есть, но повреждена, скажем, там насосная система, которая не позволяет этот газ поднять и не позволяет прокачать его дальше туда, где он нужен, потому что система повреждена, тут не работает, тут сломалась, тут там что-то прилетело, и, в общем, как бы система представляет собой уже не единую газотранспортную систему, а отдельные очаги. Тут, конечно, нужно отметить особый цинизм Украины, которая заключила, украинская компания ДТЭК заключила контракт с американской Venture Global на поставки СПГ. Речь, по-моему, шла о 100 миллионах кубометров. Соответственно, эти поставки должны были, опять же, идти через Польшу на польский терминал Свиноустье. Насколько я помню, там тоже Украина получила только часть этого газа, а все остальное было перепродано греческим компаниям. Но не суть. Одной как бы из завлекалочек, которую Украина пыталась завлечь в Venture Global, подписать этот контракт, они предлагали хранить европейский или американский газ на территории Украины. Действительно, Украина обладала одним из крупнейших объемов хранения газа. Одно только ПХГ в Бильче-Волице, там 17 миллиардов кубометров. Я напомню, это то самое, рядом с которым не так давно приземлился Орешник. Поэтому состояние этого газового хранилища сейчас вызывает большие вопросы. Собственно говоря, примерно так выглядит ситуация с энергосистемой Украины, то есть своя уже дышит на ладан, чинить ее не на что, и на это не хватает ни рук, ни сил, ни времени, ни денег, ни запчастей. Можно что-то закупать на стороне, но опять же из-за повреждений системы передачи энергии достаточно трудно закупать электроэнергию за рубежом. А из-за критических повреждений газотранспортной системы пока получается, но опять же тяжело закупать газ за рубежом, потому что, во-первых, Европе не хватает самой, во-вторых, Украине не хватает денег. Если вкратце, примерно такая ситуация сейчас сложилась на Украине с энергосистемой, и, соответственно, доживет ли она до весны, это большой вопрос. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть и Капитал». Крайне рекомендуем, сами читаем. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.